Привет, Cover Project! С вами архитектор Борис Убаревич-Боровский. И сегодня я расскажу про свою дачу. Идея пришла ко мне такая очень понятная для меня, ясная, о даче именно в таком ключе, что строить заново мне не хотелось, честно. Дело в том, что есть определенные стереотипы. Вот, они у нас существуют, особенно у людей, которые живут в Москве, может быть, там, не знаю, в Санкт-Петербурге, что вот красивая дача со скатными крышами, там какие-то резные наличники. Именно дачи, не старый русский дом, да, не новый стеклянный какой-то дом или современный и так далее, а вот именно такая дореволюционная, условно, да, дача конца 19-го, начала 20 века. Эти дачи, они очень своеобразные. Там действительно работали хорошие архитекторы, которые... А мы знаем, что в России вообще был такой бум архитектуры, конец 19-го, начало 20 века, да? Работали потрясающие мастера, и они в том числе рисовали вот эти дачи. Иногда большие, огромные, иногда маленькие, деревянные, резные, с какими-то портиками, с какими-то башенками. Вот. И я почему-то подумал, что я такую найду. Я такую нашел. Мне предложили, я приехал, посмотрел, она была в ужасном состоянии. Вот. Но мне понравилась ее башенка, мне понравились вот эти резные наличники, мне понравилась ее архитектура, и мне понравилась очень ее планировка. Потому что планировка была сделана действительно очень грамотно, а я очень трепетно отношусь к вопросам планировки, потому что я этим очень много занимаюсь, и мне важно, чтобы все помещения имели определенных пропорций, чтобы они правильно соединялись, чтобы внутри был какой-то свой сценарий. Я увидел здесь то, что я хотел увидеть. Да? Я увидел не очень большую, очень уютную дачу, да, запущенную, но она была очень красивой, она мне понравилась, у нее был прекрасный фасад, она замечательно выглядит на участке, она очень пропорционирована по отношению к участку. Этот участок, он 30 соток, и дача как раз вот отвечает размеру этого участка. И я купил эту дачу, цена была не такая огромная, и я начал ей заниматься как архитектор, то есть решил вдохнуть в нее жизнь. И мы сделали то, что каждый бы сделал, наверное, лет 10 назад, лет 15. Мы поехали в Икею, купили хорошие шкафчики, хорошие диванчики, хорошие столики. Вот. Потом я взял и подумал, что для такой дачи, конечно, хорошо бы иметь стулья, основные стулья во всех помещениях, все-таки с историческим подтекстом. Я купил венские стулья, покрасил их в белый цвет, потому что дача – это дача, да, все-таки она должна чуть-чуть быть все-таки немножко новаторской какой-то, да. Вот, взял старый стол, который остался, и он был в хорошем состоянии, он такой огромный, раскладной. Нашел тип светильников, которые созвучны старой даче. Вот, использовал проводку, вот эту вот открытую проводку на керамических вот этих вот элементах. Расчистил пол до досок, а там доски у нас большие, мощные, шикарные. Вот, естественно, там, поклеил обои какие-то, оставил старые двери. В общем, я немножко приводил это все в порядок. То есть это все должно было зажить правильной жизнью, удобной, комфортной для того, чтобы здесь жила моя семья. Вот, и, в общем, где-то за полгода или там, не знаю, за какое-то время, вполне понятное время, мы привели ее в порядок. Ну, и история это вообще 2010 года. А если возвращаться в мое детство, то история эта возникла потому, что у нас были дачи. У нас были дачи в стародачных тоже местах, но это были не наши дачи, это был Мосдач Тресненский, то есть это были государственные дачи, которые нам давали. Вот, давали, потому что мы из семьи репрессированных, у меня очень известный дедушка репрессированный, и, в общем, именем этого деда нам давали дачу на лето, и мы, начиная с начала 60-х годов, все время были летом на даче, все время. А детство мое прошло на этих дачах, я с удовольствием его вспоминаю, потому что мы носились на велосипедах, мы ездили на водохранилище, мы, в общем, как все дети. Эта атмосфера, она не забудется никогда. Вот. Я, конечно, не мечтал. Здесь немножко чуть по-другому, но сама природа, водохранилище, которое рядом, это все, конечно, такое стародачное. Это все такое напоминает эту атмосферу. Атмосфера очень красивого Подмосковья, куда выбираются москвичи, и где происходит вот это вот таинство вот этой летней жизни, где самовар, где застолье, где чаепитие, там земляника,
купание, все приезжают после работы и на выходные. В общем, это у нас не отнять. Вот прямо в мае месяце начинается прямо буйство зелени, и это происходит вот до сентября, и так красиво, и с дождем, и с градом, может быть, даже, и с солнцем, и с облаками, с тучами. Все это мне нравится. Я когда сам проектирую такие вот участки, да, я прекрасно понимаю, что одним домом как бы все равно такой проект не обходится. Еще было прекрасное и есть прекрасное сооружение, мы его называем теперь чайный домик, но на самом деле это была мастерская художницы. Поэтому у меня в чайном домике получилось такое, значит, место, где могут все собраться. И в чайном домике, кстати, были компании у меня и по 20 человек. Набивались в этот чайный домик, и слушали музыку, и пели на гитарах, и все такое прочее. Так, включаем свет. Ну вот это пространство, да, бывшая мастерская художницы. Ну, в общем, ничего не меняли, все осталось как и было. Все стены, все окна, потолок, пол, все старое. Но насытили уже какой-то новым пространством, новым интерьером, новой функцией, да? Потому что раньше это все-таки мастерская художницы, о чем напоминают эти ее картины, которые мы аккуратно повесили, как иконостас, да? А дальше мы все-таки захотели уютного пространства, где можно отдохнуть, здесь какой-то релакс и так далее. Поэтому, конечно, диван, барная стойка, кресло, телевизор, музыка, колонки. Все то, что нужно. Ну, там, естественно, баня, там, ну, туалетик нам нужен, душевая. Вот. И вот небольшая музыкальная такая история, потому что все-таки, ну, поскольку архитектор и музыкант – это близкие понятия, все-таки мы занимаемся творчеством. Вот, я очень дорожу этим, я хотел бы заниматься музыкой, поэтому вот здесь есть какие-то комбики, какие-то гитары, вот гитара австралийская, гитара американская. В общем, то есть можно в любую секунду здесь появиться, взять гитару в руки, включить, в конце концов, фильм концерта какого-то, играть, можно просто играть. Тем более, что мы находимся в такой низинке, в общем, мы никому не мешаем, звук у нас сохраняется здесь, тем более здесь двойные стекла. Вот, то есть это пространство, оно, конечно, без специальной звукоизоляции, это понятно, да, потому что и так здесь тишина, вот, но, в общем, здесь очень комфортно, в том числе заниматься музыкой. То есть, конечно, инженерный апгрейд мы сделали, мы в 21 веке, мы так не можем, да? Вот. Но здесь нет какого-то, знаете, перегиба с этим, да? Потому что это должно быть простое пространство для того, чтобы здесь можно было просто немножко релакснуть, отдохнуть и так далее. Вот. Здесь важны пропорции пространства, они были замечательные, да? Мы придумали вот даже вот эти перегородки, они такие стеклянные, да? Мы специально сделали стеклянными для того, чтобы расширять пространство, чтобы не было заужения. Да, некоторые жалуются, что у нас туалет стеклянный. Ну, слушайте, это спа, это банька, ну, здесь уже все ходят почти голые, что называется, да, в халатах. Вот, поэтому даже это может быть, тем более, что мы, вот, как вы видите, применили везде вот этот вот тип штор такой, да, который не сплошной, здесь не нужно blackout какой-то, но он все-таки зрительно нас, во-первых, немножко отрезает от ландшафта, ну и потом делает более интимными вот какие-то и вот эти вот места, которые здесь существуют. И здесь никакого нету перебора, что ли, да, мы не хотели сюда вкладывать всю идеологию, мы просто хотели дать немножко другое качество пространства по отношению к даче. Есть дача, а есть чайный домик, да, это все-таки близкие понятия, они хорошо вместе уживаются, но это все-таки другое.
Мы с одним из моих приятелей, мы очень любим, например, фильмы Джеймс Бонда. Вот очень любим. Вот. И он меня все время спрашивает, ну что, поедем в чайный домик Джеймс Бонда смотреть? Вот. Потому что это уже такая, получается, у нас такая традиция. И в чайном домике тоже, что очень важно, я не менял абсолютно архитектуру. То есть вот такая современный, в общем-то, объем со скатной такой большой крышей, большие стекла. В общем-то, мы просто нарисовали свою планировку, вытекающую из объема дома. Хочется этот ландшафт максимально ярко подать, выразить, но и не испортить вот этот вот как бы присутствие такой темы, как такой подмосковный лес. И мы, когда делаем ландшафт, стараемся сделать очень тонко, не нарушив вот эту вот замечательную среду подмосковного леса. Вот. Здесь у меня была такая же задача. Да? Я прежде всего заботился дорожками. Дорожки нужны, конечно же. Да? Мы взяли плоские камни, мы взяли сланец, выложили вот эти дорожки. Я нарисовал вот эту основную схему дорожек. Я так примерно представил, где я буду ходить здесь. Дорожки прекрасные. Потом, значит, у нас, конечно же, освещение участка должно быть. Поэтому здесь такие столбики. Все подсвечивается. Вот. Что делать было с рельефом? Да? Потому что надо спуститься к чайному домику. Очень большой перепад, буквально чуть ли не под 45 градусов. Вот. Была тропинка. Я попросил моих партнеров по ландшафту: привезите мне машину больших, огромных камней, потому что я обожаю большие камни. Мне привезли машину этих камней. Вы видите на участке, они везде присутствуют. Камни, которые ландшафтный рабочий таскал чуть ли не сам один. Он так вот хватал камень этот, поднимал, такой огромный бугай. Вот. И я ему говорю: слушай, ты можешь из этих камней выложить лестницу? И потому что лестница нужна. Лестница всегда это самый важный элемент любого проекта. Это вам любой архитектор расскажет. И я ему говорю: выложи из камней, найди камни с площадками, и из камней выложи эту лестницу. И он потрясающе сделал эту лестницу. Потрясающе. Все остальное, в общем-то, мы сохранили. Мы добавили немножко газона, площадку вот эту вот очень важную. А площадка для меня почему важная? Потому что в любом стародачном месте всегда вы где-то соберетесь и будете жарить шашлык, будете пить чай, и будете устраивать обед какой-то, и посиделки. Вот. И такое место здесь устроено. Икеевские столы. Кстати, им вот 12 лет, и они еще живы. И я очень люблю делать шашлык, поэтому мы здесь его жарим. Здесь у нас все обустроено для этого. И здесь же мы его можем поедать, потому что здесь можно устроить любой стол. И здесь, когда мы устраиваем, например, дни здоровья для моих замечательных архитекторов, приезжает человек 20-30, и мы все здесь вылезаем. Здесь все у нас получается. Считаю так, что главным, работая с интерьером, начать с архитектурной задачи, сделать хорошую планировку. Вот. Как я уже говорил, планировка здесь изначально была очень хорошей. Вот. Что такое хорошая планировка? Это значит, что есть основное пространство гостиной, где собираются все, где можно посмотреть телевизор, послушать музыку, значит, всех увидеть, все общаются, вся семья и даже гости. Потом обязательно к гостиной должно быть соединено пространство столовой. Поэтому здесь как раз очень удачно, потому что вот эта веранда наша потрясающе красивая, это прекрасная столовая. Там стоит этот огромный стол, и вот это пространство, это все как бы продолжение гостиной. Там были глухие двери, причем они были еще обиты дермантином, такие, в общем, двери были зимние. Вот, я их, конечно, разобрал, вставил стекла, но этот коннекшн я сделал максимально открытым. Да? То есть открываем, и вы в двух помещениях сразу. И кухня, которая тоже прямо за стеной, что тоже очень важно. То есть у вас получается, единственная, конечно, проблема того, что вы, когда в кухне что-то готовите, вы несете через гостиную еду в столовую. Но это, я не хотел ничего менять, поэтому эта
будем говорить, такой небольшой недостаток этого пространства, но с другой стороны, это даже определенное достоинство. Потому что когда ты сидишь, смотришь телевизор, наслаждаешься на диване разговором каким-то, вдруг мимо тебя проносит блюдо, дымящееся красивое блюдо, и ты понимаешь, что пора приступить к обеду. У нас как бы получилось небольшое смешение. Да, смешение старого, нового, но здесь нет ничего, ни минималистичного, ни какого-то такого крикливого, кичливого, какого-то слишком яркого. Дача – это дача, да? Туда может приехать какой-то сувенир, который тебе подарили. Туда может приехать какая-то картина, которую где-то ты нашел в старых запасниках. Туда может какая-то ваза из Москвы приехать, которая, тебе кажется, для московского интерьера она совершенно не годится, а в дачу она прекрасно вписывается, потому что она, да, она какая-то живая, может быть, какая немножко там из какого-то сельпо, но она прекрасно здесь вписывается, и мы считаем, что это такая тема того, что, знаете, иногда говорят, на дачу все уезжает в ссылку. Вот, поэтому дача становится таким складом старых забытых вещей. Но это же неплохо, это на самом деле это тема нашей жизни, в конце концов. Почему нет? Вдруг какие-то старые предметы вдруг оказались. Значит, если мы идем на второй этаж, да, мы сразу должны поговорить про лестницу. Лестница – это всегда либо проблема, либо украшение дома. Нам досталась лестница, какая досталась, и мы очень довольны. Она немножко крутовата. Она крутовата. По ней не так легко там взлететь и сбежать. Вот. Но она не скрипит. Она, вот как она была сделана в 1948 году, вот так она и сохранилась полностью, только мы добавили перила. А так лестница, я не помню, чтобы кто-то хоть раз на ней упал, честно. То есть этот элемент, он абсолютно органичный. Он абсолютно интерьерный. Там есть дневной свет, там все, в общем-то, все ступеньки, они как-то понятные. Значит, ты не спотыкаешься никогда. Это профессионализм тех людей, тех архитекторов, послевоенных архитекторов, которые это делали. Когда мы поднимаемся на второй этаж, в общем-то, он спальный этаж. Да, там все для того, чтобы я мог там спокойно отдыхать. Там огромная терраса, да, на которой я могу позагорать, например, да, или там почитать книжечку. Там 2 полноценные спальни, там всякие там кладовки и все такое прочее. Там очень много окон. Жарковато там, конечно. Не знаю, мне все время хочется поставить кондиционер, но, знаете, понятие кондиционер и дача, вот они как-то не смыкаются, ну никак. Что-то я не могу на это решиться, вот, но там очень хорошо, да. И потом я вот когда проектирую, а проектирую я много, и в частности таких тоже домов частных, да, я всегда все-таки предлагаю моему клиенту, чтобы первый этаж отдавался больше общению, гостиной, столовой, тому, чтобы там была неприватная что-то часть, да, а второй этаж все-таки должен быть приватным, да, то есть он должен быть спаленка, уютно, комфортно. Там на самом деле, если так расстараться, можно было даже ванную комнатку сделать, но мы пока еще не расстарались. Вот, потому что, честно говоря, эту дачу не хочется трогать. Вот не хочется. Хочется прямо, чтобы вот она вот жила своей вот этой жизнью. Все, мы чуть-чуть ее подлатали, и все. И эта дача уже получила путевку в жизнь на следующие 50 лет. Что касается вот этой вот над террасой, над нашей верандой, вот этой вот замечательного огромного балкона, я думаю, что это тоже такая изюминка этого проекта, да, потому что сохранить это в нашем климате очень трудно, да, потому что дождь, снег, все это сыпется, протекает и так далее. Вот. Но мы сделали очень хорошую гидроизоляцию, покрытие, правда, это покрытие уже свое, там, 12 лет отжило, пришлось новое положить. Там такое место, ты как бы над землей, ты как бы над природой, вот, и ветки где-то на уровне, яблоки висят, да, на уровне вот твоей там жизни утром в субботу или утром в воскресенье, где ты там можешь позагорать, полежать. Мы там купали, ребенку было совсем там 1-2, мы там ставили ванночку, наливали водой, там купали ребенка. Вот. Там такая создается особая атмосфера. Это очень хорошее такое место, когда у вас
в доме появляется второй уровень, такой природный уровень, когда вы выходите на природу, но на втором уровне. Я очень ценю эти места, и здесь оно прямо к нам пришло, то есть оно, уже крыша это была, достаточно было чуть-чуть еще там архитектурно ее обработать, и все стало на свои места. Ну и подробно планировку вы можете посмотреть в телеграм-канале Cover Project. Вот, отдельно я хочу сказать все-таки про картины, да, потому что эта художница, поскольку она оставила, то есть ее уже наследники оставили здесь на даче огромное количество книг и картин, вот, эти картины мы решили не выбрасывать и не складывать никуда. Мы решили воспользоваться и, в общем-то, развесили их просто в интерьере. То есть везде в интерьере присутствует эта художница. И потом это вообще связка того, что это дом ее был. Да? И странно было бы вычищать эту идею из интерьера, вытравливать. Да? Наоборот, даже хорошо, мы как бы оставили о ней память. О художественном достоинстве этих картин можно рассуждать, но мы же с вами понимаем, что живопись — это такая отдельная тема, в которой разбираются только суперпрофессионалы. Для меня важно было, что это добротная живопись, она еще к тому же, поскольку много темперы, она немножко еще пожухла, это хорошо вписалось тоже, знаете, в историю. Вот. Поэтому эти картины, они органично абсолютно вписались в этот интерьер. То есть, вешая на любую стену, они прекрасно там смотрятся. Я еще повесил какие-то картины от моих друзей-художников. Да? Кто-то мне дарил какие-то картины, кто-то еще что-то. Вот. Без фанатизма. Но тоже они нашли свое место. Потому что, опять же, это дача. Здесь нет такой ответственности. Понимаете? Вы не создаете какой-то такой, знаете, фирменный продукт, такой интерьер, который не может быть даже переделан или не может этот интерьер как-то по-другому зазвучать. Вот может. Он может сегодня звучать так, а через год вы можете повесить какую-то другую картину, и он совсем по-другому зазвучит. Вы знаете, я насыщаюсь энергетикой везде. Я любитель жизни. Да, я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Это вот одна из таких вот очень важных частей жизни нашей, да, жизнь с природой. Вот здесь идет вот эта вот прямо вот смычка с природой. Я природу обожаю, да, я люблю этих белок, которые носятся, я люблю... знаете как, вот вообще участок начинается, вообще кусочек земли начинается с пения птиц. Я просыпаюсь вдруг там в 5 утра, понимаю, что я просыпаюсь от птичьего вот этого вот гомона. Но вот проявление именно самой природы, да, когда здесь вот чистая природа, когда здесь вот белочка, когда здесь птичка, да, какая-то, для меня это очень важно. Да, для меня важно, что здесь я, конечно, наверное, заряжаюсь. От природы, наверное, заряжаюсь, безусловно. Я очень люблю деревья. Дерево для меня это такая особая тема, кстати, наверное, для любого архитектора. Потому что это, во-первых, наш архитектурный материал. Во-вторых, это такая стоечно-балочная система, да, то есть это такая колонна. Вот. Когда я смотрю на эту березу, там у меня просто восторг какой-то от этой березы, или там от сосны, да, вот, или когда два дерева вместе. Вот. Поэтому для меня это огромные эмоции. Вот. Наверное, заряжаюсь, конечно, заряжаюсь. Чем больше здесь будет проявлений, таких вот именно жизни, именно природных проявлений, мне, конечно, если бы здесь вот мимо нас бегали вот так бы ежи, я просто был бы счастлив вообще. Вот. Мы когда ежика увидели, мы потом его 2 часа искали, куда это он делся с нашего участка, потому что для меня это действительно там, такое явление просто очень важное для меня, да, что вот вдруг ежик. То есть это значит, что я создал такую здесь ландшафтную историю, которую он принял. Он готов жить в этом ландшафте. Это же так важно.